Все, короче, кипит, да? Термостат не открывается, мне кажется. У меня есть хорошая идея, вот здесь пивной ресторан. Давай остановимся и пойдем пить. Пивом зальем, да, радиатор? Ну и катите, дура по клубам, по подружкам, пацану залечит раны, алкоголя кружка. Но я не забуду девочку в веснушках, пацану залечит раны, алкоголя кружка. Ну и катите. В первую очередь сейчас нам нужно понять проблему, какая проблема с охлаждением. Во вторую очередь нам надо запрограммировать фары. Ну и в общем почитать, может быть что-то не работает и что-то нужно заменить или докупить. Но я думаю, что у нас все окей, по крайней мере у меня такие положительные взгляды. Он говорит, что она остыла до 78 градусов, и вентилятор сейчас пока не должен работать. Причем он сейчас все обнулил ошибки, и по идее сейчас он должен включиться вовремя. Сейчас подождем, чуть-чуть нагреется, и все должно заработать как надо. Вентилятор дует? Нормально. Ну, просто он до этого долбил вообще на полную мощность, постоянно. Сейчас, когда все обнулилось, он сейчас работает в нужном, видимо, ритме. Да. Ну там температура даже подупала. Смотри, все, это отлично. Значит, все, у нас с охлаждением, значит, проблем нету никаких. Я переживал, что могут быть проблемы с помпой. Вот я за это переживал. А так, значит, пробки нету. Раз она охлаждается, все окей. Всего лишь нужно было это Прям обновить. посмотрим, там еще 4 ошибки какие-то. Пары и сервисы, что надо И забрать. все? Офигеть. Мотор тоже в аварии был. Он Да. типа не давал раскрываться. Но я медленно ехал, я особо-то не пробовал даже жать. Все, это просто программируется фары и все. Да, просто когда знаешь, когда не знаешь, ничего не просто. А как по времени? Недолго это программируется? Минут 15. Ну-ка, моргни дальний. О, моргает. Охренеть. Ну что, кайф имеется? Чё, надо сейчас первым делом на заправку и потом дрифт. Приехал в Toyota Center Тигета к моим друзьям, привез нашу М3. Здесь мы будем делать полную полировку кузова, пошкурим, пополируем. Также попросим заменить нам здесь лобовое стекло. И в принципе это весь фронт работ для них. Остается нам покрасить диски, это мы будем делать в другом месте. И разобраться с кондиционером. Ну и там по мелочи. Может быть, затянем крышу в пленку, может быть, в морду затянем или целиком, посмотрим. Блин, это вообще, у меня эмоции просто переполняют. Что за красота, да, вообще, блин. После полировки она вообще какими-то новыми красками заиграла. Теперь продавать не хочется даже. Hey yo, I wish I had a track on that non-Illmatic. Spitting verbal slugs like a semi-automatic. Ситуация какая? Если вы помните, то мы меняли компрессор кондиционера и самую главную трубку, которая подключается к печке. Она идет за мотором, и для того, чтобы ее поменять, нужно мозги снять и так далее. Короче, пол этого надо, пол подкапотки разобрать. И, в общем, у нас какое-то закупоривание в системе сейчас произошло. Мы попытались фреон туда залить, и ничего не получается. В общем, давление держит, но сказали, что какое-то закупоривание. Для этого сейчас нам надо все это разобрать, посмотреть, что возможно. Вы представляете, надо морду снимать сейчас. Проблема номер 2. Запотевание и грязь в фаре. Есть она. Да, я вижу. Это неприемлемо. Мы переплатили за эти фары В районе 3. в районе 4000 долларов. 4000 долларов. 360, Грубо говоря, там, по 2000 долларов за фару. И переплатили мы это ради того, чтобы они были идеальные, были новые, не вскрытые и без проблем. И вот, пожалуйста, вам. Даже в этой ситуации оказалось, что проблемы могут быть. В общем, сейчас мы разбираем морду, снимаем фару, везем ее на ремонт
Пока она ремонтируется, также мы снимаем все 4 диска, везем на покраску. Что у нас с дисками? Диски у нас идеально. Нет, с этой стороны все идеально, с той стороны они поцарапаны, есть бордюрки, и поэтому у нас было принято решение полностью перекрасить все диски. Я думаю, это правильно. Хорошо, подожди, что ты с рукой? Да, я же уже показывал. Показывал? Не знаю, если в этой серии этого нету, вот теперь я вот такой. Титановый человек. У меня тут 3 пластины и сломана кость вот эта вот. А как это произошло? Произошло это в дрифте, так случайно. Все, кто смотрел это видео, никто не понял, как это произошло. Даже я сам ничего не понял. Сейчас мы снимаем диски, снимаем фару, разбираем морду и пытаемся найти проблему с кондиционером. Ejaculate butter shit all over the street. It's page 10 but I never. The best rhyme and reeking of my era. Hey yo, I break a nigga jaw. He hard from the country. Это что такое, у тебя хуй на руке? Сережа, да, остроумный. Ловей не гоняю, видишь. Ты тоже остроумный смотришь. Night take flight. You ain't right. Niggas bite like vampires in a fight. Out your misled door. You try to represent, I destruct and destroy. Coming from the top of the shot the medulla. Burn a chicken head like an addict burn rulers. Hit him in the head, homegirl, do your thing. Lick ball, slap, slop, chicken head, spread your wings. Pull a gat to do anything like SWV. Because Yogi is poison like BBD. I smoke the chocolate top with the YNB. I think a nigga pass on the LSD. Meet me at the playground with 8BC. I break that ass up like EPMD. I think I go creep for some TLC. Сейчас экспертное мнение. Откуда Вот попадает шланги дохают. шланги арайс, то есть а вообще аркондай. Жарко. И бичебна чашвес, то и точно. А, Но это мы так не увидим, это надо ее типа, ее как-то намыливают, задувают, в нее воздух. Если вот пузыри появляются, там сразу видно, что даже микротрещину, которую ты не увидишь, вот, будешь искать, и не увидишь, она реально может быть. Да, короче, забираем. Забираем и идем к мастерству. дорогу много. Вот это вот Что? столько болтов, чтобы снять, вот, закрепить бампер. Мне кажется, у дилера эти болтики вышли там 1005, наверное. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. Gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit. I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out her purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's 2. Who's to blame for both of them? I swear to God, I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum till my head threaten to pull shit and squeeze until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God, I feel like death is fucking Ты cold. видел сейчас ребята, которые на микроавтобусе уехали? Ага. Они сейчас этому чуваку крикнули, сказали, ты, говорит, нам этих людей не обижай. Почему? Ну, типа они подписчики наши, скорее всего. Ты расскажи сегодня историю про Рустай. Да у меня вообще каждый день такие истории, на самом деле. Везде всегда такие истории. А сегодня позвонил мне Дарин номер случайно. Я хочу купить запасной редуктор для корча, потому что если он умрет, вдруг, у нас 2 корча уже, и у нас нету ни запасного редуктора, ни приводов, нет, привода вру, есть 1 запасной. Но нам как бы надо в запасе иметь еще несколько. Поэтому мне дали сегодня номер, я позвонил. И оказалось, что это мой подписчик, тот, которому я позвонил. В общем, он нам ищет сейчас редуктор, очень обрадовался. Мне проще, чтобы кто-то привез, потому что и так целый день с утра до вечера бегаю. Ну, слушай, я твой подписчик, я все смотрю. Ты просто не представишь, какой курьезный момент.
ты там видео кинул на Панамера какой-то. Я смотрю твое видео, отключаю, через пару минут звонок идет. Я говорю, я палец попал, позвонил ему. Что такое, говорю, как такое возможно? Видишь, какой контакт произошел через YouTube. Ты не поверишь просто, как в фильмах. Ну, я смотрю тебя, отключаю, через 2 минуты звонок идет. А, бля, говорю, что такое? Я позвонил ему, говорю, наверное, палец попал. Сейчас ты тоже в видос попадешь, мы снимаем. Да ладно, у меня друг сидит, снимает тоже сейчас. Рядом. Ну все, тогда я вас зову. Идем в Армению, очень близко, шашлык вкусный. Редуктор, разберемся на Давай, спасибо. Как-нибудь обязательно. В общем, посмотри, пожалуйста, если все окей, я заберу его редуктор. А как Я было, не меньше как было, обрадовался. типа, ты только разговариваешь, здравствуйте, можно Нет, редуктор? у меня в WhatsApp фотка моя с Корчом. А, И человек говорит, Гио, это ты, что ли, я твой подписчик? Я такой, о, нифига себе, говорю, очень круто. В общем, очень приятно, каждый день я с этим сталкиваюсь, это очень приятно. И большое спасибо вам, что вы смотрите нас и поддерживаете. О, вот это Lexus, да? Чуть-чуть, вот у него сложный цвет очень. Насколько я знаю, он чуть-чуть хром же, да, типа отдает. Да, заводские, да. тоже с фрезеровкой. Диск. Что-то Матовый. знакомый рисунок, это очень... Камара, что ли? Да, Камара. Не, это Audi. Ауди? Ауди? Ну, И это матовый, фрезеровка очень красивая. Это тоже полуматовый лак. Да, Потому у нас не осталось, потому что немножко на банке, но она светлее немножко. Ну. вот этот, чем мой. Да. Да? И те диски тоже светлее Те тоже чуть-чуть получились. немножко Но мне светлее, даже да. понравилось, если честно. Не, красиво получается. Да, прям все тут. Да? Это тоже полуматовый лак. Ну все, отлично, значит. Как Ну, обычно. микроразница есть, слушай, типа, ну вот чуть-чуть По-всякому светлее. будет. Чуть-чуть светлее, но Мгм. по сути то же самое. Это для себя или на продажу? На продаже на машина 500 штук в мире. Не хочу все, чтобы оригинально было вообще. Понимаю. Ну, со временем все равно та краска. Если- Ну, они хорошо Но зато делают. она будет такая гладкая, Да, как здесь. гладкая будет. Не будет как апельсиновая. Порошковая такая не будет. Понял? Тонкость какая. Вот сейчас такой диск вам покажу, черный глянец покрасил. Ну, да. Да, смотри. такой же здесь. Да. Ну, все равно чуть-чуть будет. Вот, видишь? Вот добро, что ты говоришь. Да. Ну это, в принципе, неплохо, но просто на матовом лучше видно, чем на глянцевом. Да, Глянец скрывает как-то вот эти вот штуки. Видно, по сути, только вот здесь сейчас. Это оригинальный диск очень? да. В общем, спустя 2 часа мы наконец-то нашли проблему. Почему не работал кондиционер? Это, конечно, вообще прикол. В общем, здесь на приборке ничего не писало, но тем не менее охлаждение интеркулера, маленький бачок, там не хватало антифриза. В общем, я сходил, купил антифриз, добавили и все заработало. Ну, вот просто шок. Вот. Тупизм, короче. Но, тем не менее, я очень рад, потому что теперь мне не придется ездить с опущенными стеклами. Ребята уже почти полностью собрали машину, осталось только установить подкрыльники и колеса. Фару нам восстановили, переклеили стекло, вроде бы выглядит неплохо. Что касается дисков, диски мы так и не покрасили, отвезли их в малярку, и к нашему несчастью, так как они матовые, а точнее не матовые, а полуматовые, им требуется специальный лак. В какой раз я уже говорю про этот лак. В общем, этот лак у ребят закончился, они его заказали его в Америке, и в течение 2 недель его доставят. Так что мы ждем лак и везем снова диски в покраску. В остальном больше у нас по этой машине проблем нету, и мы приближаемся к финалу. All your hopes and your spleen. Gold magpie who built you a nest from your scraps with hell.
да, она, кстати, стоит прям как будто картинг. Офигенно, вот да, вот, это точно. Это очень правильно ты подметил. Именно она ведет себя как лютый картинг, который вот не хочет ни заноситься, ни вылетать с трассы, он просто вот валит и все. Ну а картон керамика, конечно, тормозит вообще просто великолепно. Не, ну вот на такой машине это прям приятно ехать, даже по такой дороге. И адреналин, и вообще все как надо. Если бы мы даже вот сейчас не в ковшах сидели, это бы другая история была. Уже бы не было так приятно. И подвеска как круто, да, отрабатывает. Да. Она прям не жесткая, не сильно жесткая, не как стиральная доска, Да. а прям пруга жесткая. Офигенно просто. Это что за аппарат? You given by water about divine. Где мы? Что это такое? Ну ты меня возишь по горам, блин. На такой машине надо ехать на трек дубасить, а мы тут где-то в горах. Ну ладно, базару нет. Базару нет, здесь очень красиво. В общем, наша история с М3 пришла к логическому завершению. Наконец-таки. Потому что это очень сильно затянулось. Все проблема была, конечно, в запчастях. Это было долго, сложно. Нет, не было это сложно. Это не Панамера. Это было легко по сравнению с Панамерой. Ну, в общем, она прекрасна. Я влюбился в эту машину. И теперь, вот я считаю, честно говоря, что из всех М-ок это самая крутая М-ка. Вот в плане не М4, не М5, не М8 даже. Там. Я про иксы вообще молчу. Я считаю, что вот G80 это самая крутая М-ка. Ну, для меня. Это пока она возглавляет топ автомобилей для меня сейчас. Ну, я же не говорю про суперкары, конечно же. Я таких более-менее в зоне досягаемости автомобилей. Которые могут, кстати, очень большую конкуренцию составить суперкарам. Даже в сравнении с Porsche, да, вот если... Вот, мне нравится 911, но вот эта машина мне ближе к сердцу. Это я сейчас говорю как чисто истинный БМВшник, да? Нет, это говоришь как раз таки после серии с Porsche, с Панамерой. Ну, короче, ну реально, почему-то мне реально ближе BMW, чем Porsche. Хотя я люблю Porsche тоже, но вот эта тачка, конечно, вообще просто, это любовь. Это запала прямо в сердце, но, к сожалению, оставить мы ее себе не можем, это слишком дорого. Карман. Пока мы еще не разбогатели. Короче, когда разбогатеем, я куплю себе такую тачку. Пока как минимум не лимитку, я, может быть, даже в ближайшее время возьму. Очень хочу. Надо продать мою М4 и купить вот G80. Классный план. Чуть-чуть не хватает. Да, идите в Скидываем номер. Не, можно горелу взять, как некоторые блогеры. Немалоизвестные блогеры. Ну, это, кстати, прикольно. Если они какой-то проект из этого сделают, то было бы прикольно. Ну что, можно говорить, у них серия по-любому будет быстрее, чем наша. Не будем, ладно. Мы не будем в чужую кухню лезть, хоть они наши друзья. Да. Посмотри, какая она Ты задолбался, все туда смотришь, туда. Лучше расскажи, что? почем она вышла нам? В общем, короче, мы нашли два автомобиля в Европе. Это в Германии один автомобиль оранжевого цвета, и второй, я не помню, если честно, по-моему, где-то во Франции. Стоимость обоих автомобилей была 140 тысяч евро. Это автомобили с пробегом, бэушные, и автомобили были оба из Америки. За этот автомобиль мы хотим, я думаю, что 120 тысяч долларов, это будет адекватно. Правильно же? Ну да. Ну, небольшой торг приветствуется. Ну, вообще нехотя такой, типа, ну, чисто на переоформление. Чисто на таможню в Россию. Не. Кстати, это очень важный момент. Никакой таможни в России. Типа, если вы приобретете этот автомобиль у нас, мы поможем вам его растаможить через Беларусь. А так мы сами не собираемся его везти, чтобы продавать. Были мысли до кое-каких там принятых законов и изменений, были мысли. Сейчас что-то вот не хочется. Если вы приобретете этот автомобиль у нас, то мы поможем вам его растаможить, а так мы его продаем в Грузии, и находиться он будет здесь. Так что, если есть у вас желание, приезжайте, смотрите, покупайте. А пока он продается, будем ездить мы на нем, и будем радоваться. Ну, это чисто как авто выходного дня. Иногда там подолбить на Лилуарене. По горам поедем. Нет, ну, как сейчас, блядь. В общем, все, я пошел. Все, до свидания. Канал. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, и лайки ставьте. Для кого мы стараемся, ё-моё.